Это видео было спонсировано Kiwico. Больше о них в конце шоу. 15 февраля 2013 года над Челябинском, Россия, астероид тяжелее, чем Эйфелева башня, врезался в атмосферу. А затем на высоте 30 километров над Землей он взорвался. Это мощное событие было ярче Солнца, но на такой высоте, что оно было беззвучным. Полные 90 секунд после взрыва не было слышно ни звука, что только усилило разрушение. И вот вы видите на этих видео людей. Смотрите, что это было? Они видят след дыма в небе. Это потрясающе. А затем, когда кажется, что ничего не произойдет, ударная волна доходит и выбивает окна. Тысячи людей получают осколки стекла в лицо и глаза, потому что смотрели в окна. Ударная волна повредила тысячи зданий и ранила 1500 человек. Что делает инцидент в Челябинске несколько неловким? Так это то, что в тот же день ученые предсказали, что астероид пролетит рядом с Землей. И они были правы. Через 16 часов после Челябинска астероид аналогичного размера, известный как Дуэнде, пролетел на расстоянии 27 тысяч километров от поверхности Земли. Это ближе, чем спутники на геосинхронной орбите. Но хотя они правильно предсказали этот близкий подход, они полностью упустили несвязанный астероид, который взорвался над Россией. И правда в том, что это происходит постоянно. Мы не так уж хороши в обнаружении астероидов до того, как они ударят по нам. С 1988 года более 1200 астероидов размером более метра столкнулись с Землей, и из них мы обнаружили только 5 до удара, и никогда более чем за день до этого. Со всей нашей технологией и всеми телескопами по всей Земле, не говоря уже о тех, что в космосе, почему мы испытываем трудности с обнаружением опасных астероидов до их удара? Каковы шансы, что большой астероид ударит и уничтожит большую часть, если не всю, жизнь на Земле? И если бы мы увидели его приближение, что мы могли бы с этим сделать? Астероиды — это остаточные обломки, оставшиеся после формирования нашей Солнечной системы. 4,5 миллиарда лет назад камни и пыль слиплись, образовав раскаленные протопланеты. Внутри тяжелые элементы, такие как железо, никель и иридий, погружались в ядро, оставляя на поверхности более легкие силикатные минералы. Некоторые из этих протопланет превратились в те планеты, которые мы знаем сегодня. Но многие другие сталкивались друг с другом, распадаясь на куски. Эти куски продолжали вращаться вокруг Солнца, сталкиваясь друг с другом и распадаясь на еще более мелкие фрагменты. Так появились астероиды, поэтому некоторые из них каменистые, рыхлые конгломераты из камней размером с гравий, называемые обломочными кучами, а другие из ядер планеты Земли состоят в основном из металлов. Это железный метеорит. И по сути это кусок ядра небольшого планетарного тела, по сути маленькой планеты, которая сформировалась 4,5 миллиарда лет назад, дифференцировалась, так что материал ядра осел, а потом это тело было разбито в результате столкновения с другим астероидом. Это самая старая вещь, которую вы когда-либо видели. Большинство астероидов имеют стабильные орбиты между Марсом и Юпитером в главном поясе астероидов, но некоторые подошли ближе к Земле. Эти астероиды известны как околоземные объекты. Они представляют для нас наибольший интерес из-за угрозы, которую несут. В своей последней книге Стивен Хокинг считал, что столкновение с астероидом является самой большой угрозой для жизни на Земле. Но находить астероиды сложно по ряду причин. Большинство из них замечают с помощью наземных телескопов. Итак, вы делаете серию снимков. 1, 2, 3, 4. И ищете движущуюся точку. Она движется, потому что вращается вокруг Солнца, в то время как далекие объекты, звезды и галактики остаются неподвижными. Но нужно смотреть внимательно. Астероиды не очень большие. Их размер варьируется от нескольких метров до километров. И в огромных просторах космоса такие камни просто не выделяются.
и даже маленькие могут быть опасными. Метеор Челябинска имел всего около 20 метров в диаметре, что примерно соответствует ширине 2 школьных автобусов. Кроме того, астероиды грубые и темные. Они отражают лишь около 15% света, который на них попадает. Поэтому наш лучший шанс увидеть их – это когда они полностью освещены Солнцем. Именно поэтому более 85% из обнаруженных нами Near-Earth астероидов были найдены в 45 градусах неба, прямо противоположных Солнцу. Это называется эффектом противостояния. И это означает, что, вероятно, существует больше Near-Earth и потенциально опасных астероидов, которые еще не были обнаружены. Любой астероид, приближающийся с направления Солнца, просто не может быть увиден. Именно это и произошло с Челябинском. На сегодняшний день мы обнаружили и каталогизировали миллион астероидов, подавляющее большинство из которых находится в главном астероидном поясе. Но 24 тысячи из них являются Near-Earth объектами. За ними нам нужно особенно внимательно следить, потому что даже когда вы обнаружили астероид, трудно сказать, ударит ли он о Землю. Если вы только что открыли объект, и у вас есть данные всего за несколько дней, то вы не можете точно сказать, куда он пойдет, потому что вы пытаетесь взять этот небольшой кусок движения и предсказать его далеко в будущее. Поэтому вам нужны наблюдения на протяжении многих лет. Но даже если у вас есть идеальные наблюдения за астероидом, существует своего рода фундаментальное ограничение на то, насколько далеко в будущее вы можете предсказать. Это связано с несколькими эффектами, но один из них заключается в том, что они не просто вращаются вокруг Солнца без другого влияния. Все планеты имеют притяжение, и все планеты тянут на себя Near-Earth астероиды и могут значительно изменить их орбиту. Таким образом, существует понятие динамического хаоса, которое в основном означает, что после определенного времени вы не знаете, где будет астероид. На практике это означает, что мы не можем работать более чем за 100 лет вперед. Таким образом, максимальное время, на которое вы можете предсказать с какой-либо точностью, где будет объект, составляет около 100 лет. И это довольно важно, потому что мы знаем с уверенностью, что если он действительно попадет, последствия будут драматическими. Это кратер Барингера в Аризоне. Он назван в честь инженера-горняка Дэниела Барингера, который первым предположил, что он образовался в результате удара метеорита. Преобладающее мнение, даже вплоть до 1950-х годов, заключалось в том, что он был создан в результате вулканической активности. Но Барингер был уверен, что это место удара железного метеорита. В 1903 году он подал заявку на добычу полезных ископаемых и начал бурить, чтобы найти металлический метеорит, который, по его мнению, стоил бы более $1 миллиарда в 1903 году. Люди, как известно, движимы деньгами, верно? Они думали, мы можем получить немного железа бесплатно. Таким образом, они начали бурить в нижней части кратера, но ничего не нашли. Затем они начали проводить другие исследовательские бурения. Это продолжалось годами и десятилетиями. Они начали бурить вбок. Кто-то сказал, что, возможно, он пришел под углом, и это действительно так. И, возможно, железо находится не под центром, а где-то там под стеной. Он бурил, и если вы туда пойдете, вы сможете увидеть бурение сейчас. Он бурил вокруг стены, но ничего не нашел. Что они не осознали, это то, что когда происходит удар на высокой скорости, это не похоже на то, как вы бросаете камень в кирпичную стену, вы знаете, и он делает отверстие и остается там. Или просто отскакивает. Это взрывное. Это полностью взрывное. Таким образом, кинетическая энергия снаряда входит, возможно, со скоростью 30 км в секунду. Кинетическая энергия снаряда достаточно велика, чтобы полностью испарить снаряд. Он превращает его в газ. И этот газ очень горячий и под очень высоким давлением, и он взрывается, выдувая кратер. Таким образом, снаряд на самом деле не существует после удара. Я имею в виду, что маленькие кусочки могут выжить. Но это 50-метровое тело было, по сути, уничтожено. Так что он искал то, чего не существовало. Он провел 27 лет, добывая в кратере буря на глубину более 400 метров. Но то, что он искал, испарилось при ударе 50 тысяч лет назад. 50-метровый астероид, не намного больше Челябинска, высвободил энергию, эквивалентную 10 мегатоннам тротила. Это более 600 раз больше энергии, чем у атомной бомбы в Хиросиме. Таким образом, наиболее близким к метеоритному удару является очень большой ядерный взрыв. Это настоящие размеры черепа Тирекса. И я подумал,
Это так круто, я должен это иметь. Так что я купил Тирекса. Динозавры были уничтожены астероидом размером 10 километров, который ударил около 65 миллионов лет назад. Итак, выше критического размера, который, вероятно, составляет несколько километров, ударник доставляет так много энергии, что у него есть глобальный эффект. В основном это запускает кучу обломков в суборбитальную траекторию. Таким образом, выброшенные материалы кружатся вокруг Земли, падают обратно на Землю, повсюду, даже на другой стороне планеты от места удара. И это означает, что все небо загорается метеорами от стены до стены. Так что вы можете представить себе, как небо превращается из, знаете ли, красивого голубого дня, как сегодня, по сути, красное, горячее свечение, как будто вы находитесь внутри тостера. Итак, первый эффект этого удара, кроме начального взрыва вблизи места самого удара, первый эффект — это то, что небо превращается в большой источник тепла и готовит все на Земле. Таким образом, эти ребята, по сути, были приготовлены. Приготовлены живыми. Приготовлены живыми. Пока они ходили вокруг. Единственными животными, у которых был шанс, были те, которые жили в туннелях под землей или, возможно, в воде. И они смогли вернуться и захватить власть, не имея дела с динозаврами в качестве серьезного препятствия. Каковы наши шансы на то, что Землю снова ударит астероид размером 10 километров или больше? Если вы доживете до 100 лет, у вас будет астероид размером 10 километров, как событие КТ, примерно раз каждые 100 миллионов лет. Вероятность того, что это произойдет за 1 год, составляет 1 к 100 миллионам. У вас есть один шанс из миллиона погибнуть от удара астероида диаметром 10 километров. Но поскольку мы знаем, что в течение следующих 100 лет нет астероидов диаметром 10 километров с орбитами, пересекающими Землю, ваш шанс погибнуть от этого на самом деле равен нулю. Итак, уже проведенная работа уменьшила этот риск с одного шанса из миллиона до нуля. Хорошая новость в том, что в нашей жизни не будет новых событий массового вымирания, подобного динозаврам. Но есть экспоненциально больше астероидов меньших размеров. На каждую 10-километровую астероид приходится примерно 1000 однокилометровых астероидов, которые все еще могут нанести значительный ущерб. Астероид размером 1 или 2 километра способен вызвать местные, но масштабные разрушения. Это означает, что вместо того, чтобы стереть с лица Земли весь мир, вы могли бы стереть с лица Земли эквивалент какой-либо европейской страны, такой как Франция или Германия, упомянув лишь 2 из моих любимых. Таким образом, вы уничтожили бы эти страны в результате удара тела размером в 1 или 2 километра. Мы знаем о всех телах размером от 1 до 2 километров, которые могут поразить нас. Мы думаем, что знаем около 90%. Возможно, 98% из этих тел были идентифицированы, и у нас есть их орбиты, и мы можем делать разумные прогнозы о том, где они будут в течение следующих 10 лет. На данный момент мы, похоже, в безопасности. Но что насчет тех, что чуть меньше километра? А как насчет тех, что 800 метров? Это все еще довольно опасно, если они ударят. И, возможно, именно здесь остается величайшая угроза астероидов. Несколько сотен метров достаточно для уничтожения большого города. Но они достаточно малы, чтобы мы не обнаружили их всех еще. Мы пропускаем много снарядов размером в 100 метров. И эти объекты достаточно велики, чтобы нанести существенный ущерб Земле, в зависимости от места удара. Так что это может разрушить город? Да. Это снесет здание в городе. Это вызовет пожар по всему городу. Если оно ударит по Земле, оно выбросит выброшенные материалы, которые вернутся обратно, будут падать на Землю. Это будут быстро движущиеся выброшенные материалы, которые уничтожат 100-километровую зону вокруг себя. И это может случиться завтра. Ну да, это может. Если мы увидим, что что-то большое приближается, каковы наши лучшие шансы? То есть, можем ли мы что-то с этим сделать? Что бы мы сделали? Нет. Есть ли что-то, что мы можем сделать активно? Ничего мы не можем сделать. Я был в комитете, который занимался этим, хорошо, лет 10 назад. Что мы могли бы сделать? Один из вариантов — попытаться сбомбить его. Это стандартный вариант. Мы не знаем, как это сработает. Даже если вы сумеете это сделать, и даже если вы сможете взорвать его на поверхности или под ней, неясно, что вы будете делать, потому что обычно происходит так, что вы взрываете тело, и фрагменты разлетаются. Они расширяются, но не
очень быстро. А затем гравитация снова притягивает их вместе. Так что оно снова сформируется в кучу обломков. Если это изначально не было кучей обломков, что, вероятно, и будет из-за прошлых ударов. Так что взорвать кучу обломков — это то, что мы на самом деле не знаем. Еще одна идея вы могли бы прикрепить. Вы могли бы быть очень деликатными и прикрепить ракету к астероиду и просто попытаться сдвинуть его в сторону. Просто подвиньте его в сторону, вместо того, чтобы пытаться взорвать его. Давайте просто аккуратно сдвинем его в сторону, чтобы это изменило его траекторию, и он не ударил по земле. Проблема в том, что когда вы вычисляете числа, ни одна из имеющихся у нас ракет не может его сдвинуть достаточно. Вам нужно будет удерживать ракеты на поверхности, чего мы не знаем, как сделать. Помните, это вращающееся тело, чтобы иметь значительный эффект на движение астероидов на протяжении веков. Так что забудьте о бомбах, забудьте о прикреплении ракет. Испарение поверхности, по сути, вы нагреваете поверхность лазером. У нас нет лазеров достаточно мощных, и, вероятно, мы не можем создать лазеры достаточно мощные, чтобы сделать это с Земли. Нам нужно будет взять лазеры к объекту, что еще сложнее. Идея, что вы могли бы обернуть астероид кулинарной фольгой, алюминиевой фольгой для запекания, это еще одна хорошая идея. Это может быть хорошим вариантом, возможно, даже лучшим. Но это все равно не сработает, потому что мы не знаем, как это сделать. У нас нет способа запустить достаточно кулинарной фольги, чтобы обернуть астероид и изменить его радиационные свойства, что само по себе изменит движение астероида. Так что правда в том, чтобы быть честным, у нас нет сейчас способа отклонить астероид размером в километр вообще. Это может уничтожить страну. Да, у нас просто нет способа. А 10 километров? 10 километров абсолютно в 1000 раз безнадежнее. Так что, когда мы обсуждаем это, вы знаете, у нас были все эти грандиозные идеи. О, мы могли бы сделать это и то. И ни одна из них не сработала. Мы пришли к самой основной идее. Ну, может быть, если мы сможем понять, где астероид ударит, над каким городом он взорвется, мы сможем эвакуировать этот город. И потом мы посмотрели на историю эвакуации городов. И мы смотрели на случаи, когда, знаете, например, у вас есть неделя предупреждения, когда какая-то ураганная система собирается прийти и затопить город. И эвакуация тоже не работает. И причина очень проста. Заходя в город, не так много автомагистралей. Если у вас миллионы людей, пытающихся выехать на автомагистраль, в первый раз, когда машина ломается, вы блокируете эту автомагистраль. Так что мгновенно у вас есть миллионы людей, пытающихся выбраться из целевой зоны, и они не смогут, потому что все дороги мгновенно заблокированы. Так что снова, даже эвакуация города, вероятно, самое обнадеживающее, что мы можем попытаться сделать. Даже это действительно сложно из-за большого количества людей, участвующих. Что я думаю, что все разумные люди могут заключить, это то, что давайте сделаем то, что мы можем сделать в первую очередь. Давайте их искать. Давайте проводить опросы. Давайте строить телескопы. Давайте отправим этот телескоп в космос. Это будет значительный вклад в понимание угрозы от астероидов. И когда мы найдем конкретный объект, который будет выглядеть особенно опасным, мы сможем сосредоточиться на нем. Мы можем сосредоточить на нем все, что у нас есть, и начать серьезно и с реальной мотивацией думать о способах его отклонения. Теперь, если вы беспокоитесь о конце света в результате удара астероида, позвольте мне успокоить вас. Существует много других потенциальных глобальных катастроф, обобщенных на этой карте гибели, созданной моим другом Доном на сайте Domain of Science. Если вы хотите увидеть, какой из этих ужасных сценариев наиболее вероятно приведет к нашей гибели, загляните на его канал и посмотрите видео. Мой старший сын теперь знает, как делать спонсорское сообщение. Хотите сказать это? Этот эпизод. Очень хорошо. KiwiCo создает удивительные проекты и игрушки, чтобы дети могли заниматься творчеством. Они предлагают 8 подписок для детей всех возрастов, начиная с новорожденных. И с праздниками на подходе KiwiCo – это идеальная идея для подарка. Как родитель я знаю, что много подарков распаковывают и играют с ними некоторое время, но потом дети теряют интерес. Но подписка на KiwiCo будет удерживать детей вовлеченными, обучающимися и создающими в течение всего года. Теперь я использую их наборы с моими сыновьями, и они очень интересны, но при этом образовательны. Я хочу, чтобы мои дети видели обучение как форму игры, и KiwiCo действительно помогает мне это сделать. Кроме того, все необходимые материалы приходят прямо в коробке, так что вам никогда не нужно бежать в магазин. Теперь вот я построил вечный календарь. Напоминание о том, что каждый проходящий день приносит вероятность удара астероида. Для зрителей этого видео KiwiCo предлагает 50% скидку на ваш первый месяц любой подписки. Просто зайдите на сайт kiwico.com/veritasium50, и я оставлю эту ссылку в описании. Так что я хочу поблагодарить KiwiCo за спонсорство Veritasium и хочу поблагодарить вас за просмотр.